Всем привет! Как мы помним, флагманы компании OnePlus выходили в начале весны каждого года. Но на этот раз все будет совсем наоборот. Дело в том, что производитель запланировал свое участие в выставке CES 2022. Напоминаю, впервые выставка состоялась в 1967 году в Нью-Йорке. В следующем году CES 2022 представит две новые категории: космические технологии и пищевые технологии. Мероприятие состоится в самом начале января, и по многочисленным утечкам новенькие топовые OnePlus 10 и OnePlus 10 Pro представят как раз примерно через 2 недели, что является большим плюсом. Следовательно, мы должны получить смартфоны на 3-4 месяца раньше, чем обычно, что очень порадовало многочисленных фанатов, а также простых пользователей. О скором выходе также нам говорит, что почти каждый день в сети появляются все новые рендеры флагманов OnePlus. Мы узнали по рендерам, что смартфон OnePlus 10 Pro выйдет в 4 цветах: фиолетовом, зеленом, черном и сером, а также дизайн гаджета, который многократно подтверждался многочисленными инсайдерами. То есть большей долей вероятности смартфон будет выглядеть именно так, как показано на этих картинках. Также стоит отметить, что сегодня известны практически все технические характеристики смартфона OnePlus 10 Pro, и они, честно говоря, удивляют. Итак, основные фишки его — это мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1, защита от пыли и воды IP68, аккумулятор емкостью 5000 мАч, AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, основная камера на 48 и 50 мегапикселей, ну и конечно же цена всего 719 евро. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон OnePlus 10 Pro будет очень сильно отличаться от своего предшественника. Спереди мы получим отличный AMOLED-дисплей на 6,7 дюйма, разрешением 3216 на 1440 пикселей, с кадровой частотой 120 Гц, плотностью 526 пикселей. Что немаловажно, экран будет LTPO. Это позволит нам наслаждаться динамической частотой обновления от минимальной 10 Гц до максимальной 120 Гц. Напоминаю, LTPO означает низкотемпературный поликристаллический оксид и относится к особому типу технологии, применяемой в OLED-дисплеях. LTPO — это прорыв, поскольку не требует дополнительных компонентов между контроллером дисплея и графическим процессором для обеспечения динамической частоты обновления. По слухам, это будет такая же панель, как на смартфонах iQOO 8 Pro и Xiaomi 12. А теперь о самом главном. Цена 719 евро и 919 евро в зависимости от конфигурации. Давайте посмотрим основных конкурентов, которые сейчас и есть на рынке. И так как всегда я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. 919 евро, это плюс-минус 76 тысяч рублей. Возьмем до 80 тысяч. Это смартфон OnePlus 10 Pro в максимальной конфигурации, то есть 256 гигабайт встроенной памяти и 12 гигабайт оперативной. Пожалуйста, всего лишь 9 моделей. Это Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra, Sony Xperia 1 Mark III, Asus ROG Phone 5, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, 10 Plus, это уже старичок, Asus Zenfone 8, Xiaomi Mix 4. На мой взгляд, основной конкурент OnePlus 10 Pro, как ни странно, это Xiaomi Mix 4. Это достаточно неплохой смартфон, который может вам предоставить практически все топовые характеристики, которые вы можете сейчас найти на рынке. Также хочу заметить, что e-каталог подобрал вам всех продавцов, которые сейчас есть на рынке. И для себя вы можете выбрать того продавца, который вам предоставляет максимум скидки. Также есть отзывы реальных покупателей, то есть вы можете для себя что-то отметить. А вдруг у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно
ответят. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео. Самые большие изменения мы видим в конструкции основной камеры, которая сдвинута влево и плавно перетекает в боковую рамку. Лично мне напоминает конструкцию камеры Samsung Galaxy S21. Мы получили практически квадратный блок основной камеры, созданную в партнерстве с Hasselblad, известным шведским производителем среднеформатных фотоаппаратов и фотографического оборудования, что, конечно же, очень и очень круто. Основная камера выступит на 48 мегапикселей, сверхширик на 50 и телеобъектив на 8 мегапикселей с увеличением 3,3х. Что немаловажно, аккумулятор получит емкость 5000 мАч, который предположительно поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. Смартфон OnePlus 10 Pro получит мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1. Мы получили трехкластерную архитектуру. Большое ядро Cortex-X2 работает на частоте 3,0, 3 ядра Cortex-A710 трудятся на частоте 2,5 и 4 малых ядра Cortex-A510 на частоте 1,79 ГГц. В однопоточном режиме в Geekbench система набрала около 1200 баллов, а при использовании всех ядер результат составил 3900 баллов, что, на мой взгляд, достаточно неплохой результат. Платформа получит графический процессор Adreno 730, а также процессор обработки изображения Spectra 680. Ожидается, что при тестировании в Antutu процессор сумеет преодолеть барьер в 1 миллион баллов, установив рекорд в своем классе. К фишкам стоит отнести также защиту от пыли и воды IP68. То есть смартфон полностью защищен от пыли и от проникновения воды при полном погружении на глубину более 1 метра. Следовательно, такое устройство можно даже брать с собой в бассейн. OnePlus 10 Pro будет иметь 12 гигабайт оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 гигабайт встроенной памяти. Смартфон будет запущен в Китае в январе 2022 года, но пока нет информации о том, когда новый флагман выйдет на мировой рынок. Скорее всего, это произойдет в апреле 2022 года. Ну что же, ребята, я очень рад, что компания OnePlus всегда удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. С каждым годом мы получаем все лучше и лучше смартфоны. А как вы видите, OnePlus 10 Pro это действительно флагман. Действительно, он может легко конкурировать с брендами, такими как Samsung, Apple, Huawei и так далее. Вы должны понимать, что с каждым годом конкуренция растет. Сейчас, как вы знаете, очень большие проблемы с процессорами, то есть не хватает компонентов для их изготовления, и многочисленным производителям нужно решать, какой же процессор поставить в свой смартфон. Но самое главное, какой же все-таки процессор мы получим в плане энергопотребления. То есть, как вы знаете, 888 дракон очень сильно нагревался. Это была действительно большая проблема. Многочисленные фанаты очень жаловались, что телефон садится буквально за 1 час, если вы играете в производительные игры. Но надеюсь, что 8 Gen 1 будет совсем другой процессор. Мы получим топовый экран, мы получим топовые характеристики за какие-то плюс-минус 700 евро. Это, на мой взгляд, очень большой плюс данного смартфона. Ну что же, ждем презентацию, ждем на обзор смартфона. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.